Превращаем стекло и бумагу в арт-объект. И выбираем лучший финал для интерьера. Я заранее подобрала подходящие ветки и закрепила их на бутылках скотчем. Расстояние от ручки до дна поможет точно вырезать детали из гофрокартона, чтобы визуально приземлить и сделать вазу устойчивой. Приклеиваю на горячий клей, закрепляю скотчем. Вырезаю донышко. Полоски вырезаем поперек гофры. Это для горлышка бутылки. Основа из бутылки картона готова. Покрываю не толстым слоем массы папье-маше. Папье-маше я делаю из бумаги и клея. На канале много рецептов. Я оставлю ссылку в описании. Для этой работы подойдет любая масса. Из какой бумаги вы ее сделаете, значения не имеет. В массу я иногда добавляю сухую финишную шпаклевку, но это не обязательно. Масса, которую вы сейчас видите на экране, из офисной резаной бумаги с небольшой добавкой сухой финишной шпаклевки. Разравниваем, но не разглаживаем поверхность. Шероховатую фактуру создаем сухой, грубой, щетинистой кистью и получаем легкую зернистость. Пока я работаю с папье-маше из офисной бумаги, посмотрите, маленькая ваза из массы из яичных лотков с добавлением шпаклевки уже подсохла. Ветки ручки покрываю акриловым лаком. Это защитит их от краски и массы. Если случайно попадет, будет легко стереть. Когда заготовки высохнут, можно не полностью, фиксирую ветки ручки малярной лентой. Это временная опора. Теперь спокойно леплю кольца крепления. На данном этапе в массу стоит добавить чуть больше сухой шпаклевки. Когда полностью высохнет, снимаем скотч. Они великолепно смотрятся в натуральном виде. И если хотим оставить так, покрываем матовым акриловым лаком. Выглядит очень лаконично, чисто, по-скандинавски, впишется в светлый интерьер. При помощи скотча защищаю ветки от краски. В натуральном цвете они выглядят легко и воздушно, но я хочу придать им более строгий, возможно, антикварный вид. Крашу корпус в глубокий черный, краска акриловая. Когда краска высохнет, на сухую кисть набираю минимальное количество краски и проявляю рельеф. У меня жесткая щетинистая кисть, акриловый металлик, темное серебро. На металлические кольца наношу серебра чуть больше.
Чтобы добавить кольцам креплением еще больше веса и истории, я развожу водой терракотовую краску и охру и наношу немного только в углубление. Это создаст эффект благородной ржавчины. Теперь это не бумага, а тяжелый кованый металл. Настоящий индустриальный винтаж или лофт. Ветки на темном фоне стали еще ярче. Два разных характера у одной формы. А какой вариант выбрали бы вы? Светлый и натуральный или темный чугунный? Пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Увидимся!